Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал. Это третья часть видео мастер-класса по вязанию мышки зефиринки. Итак, давайте продолжим. Во второй части мы с вами остановились на вязании шеи. Итак, мы провязали 3 ряда без изменения. И дальше у нас уже будет начинаться голова. Отметили новый ряд. Следующий ряд будем вязать по 3 столбика без накидов каждую петлю. И в итоге у нас должно получиться 30 петель. Итак, вяжем 1 столбик без накида, в ту же петлю вяжем 2 столбик без накида и в ту же петлю вяжем 3 столбик без накида. И так в каждую петлю по 3 столбика без накида до конца ряда. Провязали, отметили новый ряд. Следующий ряд будем вязать в таком порядке. Вяжем 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, плюс 1 прибавка. В одну петлю провязываем по 2 столбика без накида. И так повторяем до конца ряда. Конечное количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, отметили новый ряд. Следующий ряд вяжем в таком порядке. Вяжем 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, плюс 1 прибавочка. Такую комбинацию мы повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Провязали, отметили новый ряд. В следующем ряду будем вязать так. Вяжем сначала 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем 1 прибавочку. Провязываем 2 столбика без накида в 1 петлю. Так повторяем до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться 48 петель. Провязали, отметили новый ряд. Следующие 5 рядов мы будем вязать без изменения. В каждом ряду по 48 столбиков без накида. Провязали, отметили новый ряд. Следующий ряд вяжем 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и делаем 1 убавочку. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. И так повторяем до конца ряда. Конечное количество петель у нас должно получиться 42. Провязали, отметили новый ряд. Следующие 3 ряда будем вязать без изменения. В каждом ряду по 42 столбика без накида. Провязали, отметили новый ряд. Следующий ряд вяжем 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, плюс 1 убавка. И так мы повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, отметили новый ряд. В следующем ряду будем вязать 4 столбика без накида плюс 1 убавка. 1,
2, 3, 4 столбика без накида и 1 убавочка. Провязываем за передние стеночки 2 петли вместе. И так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, отмечаем новый ряд. В следующем ряду будем вязать 3 столбика без накида плюс 1 убавка. Так, вяжем 1, 2, 3 столбика без накида и 1 убавочка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали. Далее будем крепить с вами глазки и носик. Я вот так вот голову немножечко сложила пополам и выгнула вперед, чтобы удобнее было. И берем носик, отсчитываем 7-8 рядов. Нам нужно отсчитать вверх от 3 прибавочек в 1 петлю. В том ряду, где мы делали по 3 прибавки в 1 петлю, нужно отсчитать. Считаем этот ряд с 3 прибавочками, 1, и следующие 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот между 7 и 8 мы будем крепить наш носик. Смотрим, где это будет серединочка. И вот так вот ставим. Так, на заглушку пока я не буду скреплять. Далее посчитаем, где мы будем прикреплять наши глазки. Глазки будем точно так же отсчитывать от вот этого ряда 3 прибавочек в 1 петлю и отсчитаем 10-11 рядов. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот между этими рядами мы будем вставлять глазки. Глазки нужно сделать так вот, чтобы они были посередине, чтобы между ними посерединочке вот этой вот было 7 столбиков. Расстояние, чтобы было 7 столбиков. Сейчас я вот так вот прицеплю, потом посчитаю, что у меня тут получилось. Вот будем считать, допустим, по верхнему вот этому 11 ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Так, я поближе посмотрела, все правильно у меня замерено, на правильных своих местах расположены глазки и носик. Вы, если хотите, можете сначала наполнить наполнителем голову и потом уже замерять расстояние между глазками, чтобы все было пропорционально, равномерно. Потом, когда скреплять заглушками будете, просто вытащите немного наполнитель, вот, скрепите заглушками и наполните заново. Вот. И я наловчилась как бы замерять вот так, когда вот выгибаешь вперед вот так вот эту голову. Ну все, глазки можно скрепить заглушками и носик тоже. Итак, глазки, носик прикрепили, отметили новый ряд, продолжаем наше вязание. Следующий ряд, кстати, можно либо на этом этапе наполнить наполнителем голову, либо провязать еще один ряд и дальше наполнить наполнителем. Следующий ряд вяжем 2 столбика без накида плюс 1 убавка. И так мы будем вязать до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, отметили новый ряд. Далее наполним нашу голову, нашей игрушки, голову нашей игрушки наполнителем.
Итак, наполнили голову наполнителем, новый ряд у нас отмечен. Далее вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. И так вяжем до конца ряда. Всего у нас должно получиться 12 петель. Провязали, отметили новый ряд, дозаполнил голову игрушки наполнителем. Наполняем так, чтобы вот здесь вот на макушке не было такой вот как бы плоскости, чтобы все-таки оно было такое закругленное, выпуклое. Стараемся аккуратненько, равномерненько наполнить игрушку. Далее будем заканчивать наше вязание 6 убавками. Можно взять крючок меньшего размера, я взяла 3,5, и сделаем сейчас 6 убавочек. Провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки. Одна убавка. Вторая убавка. Голову плотно набила, и петли сейчас очень сильно натянуты, соскальзывают. Третья убавка. И 6-я убавочка. Протягиваем нить, оставляем небольшой такой вот хвостик, ниточку отрезаем. Стягиваем, и если есть вот осталась вот такая вот небольшая дырочка, то эту дырочку мы затянем вот этим вот остатком пряжи. Проденем ее в каждой петелечке, между петлями проденем и стянем. Вот так стянули, и дырочки нету. Теперь будем пришивать ушки. Наши ушки. Для начала ушко мы сложим пополам, не полностью, вот только вот в этом районе. И вот эти образовавших 2 ряда мы прошьем вместе. Сделаем вот так вот, как первое ушко я уже сделала. Итак, возьмем швейную иглу и швейную нить. Далее зафиксируем здесь вот на серединочке ниточку, складываем пополам ушко и прошиваем вместе вот эти 2 образовавших ряда. Прошиваем 6 столб, захватывая 6 петель.
То есть вот так вот будет 1, вот так вот будет 2, 3, 4, 5 и 6. Подтянули слегка. Далее сейчас мы зафиксируем. Здесь нашу ниточку. Вот так. И в обратную сторону тоже прошьем. У меня тут ниточка образовалась такая, я сейчас ее подцеплю, чтобы спрятать. И вот здесь завяжем на узелочки. Отрежем. И спрячем вязание. Так, и теперь будем пришивать к голове. Итак, ушки у нас будут располагаться. Один край будет располагаться между 11 и 12 рядом. Второй край, вот этот вот, будет располагаться между 13 и 14 рядом. 11, 12 ряд и 13, 14 это если мы считаем от того ряда, там где мы делали 3 столбика без накида в одну петлю. Вот весь этот ряд мы так провязали, там где у нас конечное итоговое количество петель получилось 30. И вот от этого ряда мы считаем, мы также считали, когда располагали наш носик на 7-8 ряду. Потом мы пропускали 9 и на 10-11 расположили глазик. И теперь 11, 12, между 11 и 12, вот это вот идет серединочка, будет закреплен один край ушка. Вот. И дальше у нас так, 12, 13, 14. И между 14 и 15 будет второй край ушка. Назовем это краем. Вот. И между ними получается 1, 2, 3, 4 ряда. Вот на этих 4 рядах и пришьем ушко. Итак, ниточка зафиксируем. Начнем пришивать наше ушко. Так, в принципе, иголочку тоже можно убрать. Пройдем один раз до следующего края и потом вернемся назад и завяжем на узелочки. Так будет крепко сидеть. Кстати, напомню, что нитка швейная должна быть сложенная вдвое, так будет крепче держаться ушко. Итак, я дошла до этого края. Эту иголочку уже можно убрать тоже.
Так, на этом крае желательно сделать прям несколько стежков, чтобы ушко наверняка крепко сидело. Здесь сделаем несколько стежков и вернемся назад вот к этому хвостику. Завяжем на узелочки, отрежем нить и спрячем вовнутрь головы хвостики. Вот так достаточно, и можно вернуться назад. Так, на этом крае я тоже сделала несколько стежков. Завязываем наши ниточки на узелочки. Нужно сделать 3 узелочка. Отрезаем и прячем вязание. Вот так, одно ушко мы уже с вами пришили. И сейчас, чтобы вам было удобнее равномерно пришить ушки, и левый, и правый, сейчас посчитаем, сколько, допустим, будем ориентироваться от глаза и до одного края ушка, сколько столбиков вот между ними, и у этого края. Сейчас посчитаем. Вот смотрите, допустим, возьмем вот здесь. Вот этот вот столбик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И на 12 фиксируем один край ушка. Далее, там, где у нас между 14 и 15 рядом пришит этот вот край, будем отсчитывать. Давайте возьмем от серединки глаза. Вот от серединки глаза. И это у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-й столбик. Вот на этом расстоянии будет пришито ушко. И также здесь отсчитаем все и пришьем второе ушко. Итак, ушки пришиты. Далее у нас будет утяжка мордочки. Берем швейную нить, сложенную вдвое, и иглу для пришивания. Далее делаем фиксацию ниточки где-то вот в этом районе, вот у основания глазика. Далее заводим иглу вот в этом месте. Только будьте внимательны, не заводите иглу вот прям совсем рядышком с глазиком. Не здесь, не здесь. Вот должно быть хотя бы там, я не знаю, сколько там, несколько миллиметров, чтобы было расстояние. Иначе, когда мы будем делать затяжку, то если вот так вот расположить ниточку очень рядышком с глазиком, то эта ниточка может зайти вот сюда вот в глазик между вот этими блесточками и самим глазиком. Потом она будет там видна. Некрасиво. Так, выводим иглу у второго глазика в том же месте, у второго глазика.
Хочу ее чуть-чуть поближе, вот так где-то. Так, заводим вот здесь, вот у основания. И выводим у этого хвостика. Когда подтягиваете, делаете утяжечку, обязательно помогайте себе пальцами. Вот так вот стягивайте, чтобы нитка сильно не натянулась и не порвать петли. Далее повторим то же самое. И вот теперь уже хорошенечко стянем настолько, насколько нам надо. Так, думаю, достаточно. И завяжем на узелочке. Так, и еще один раз. И хвостики прячем в вязание. Продолжаем утяжку мордочки. Сейчас мы будем утягивать уже вот в этом месте. Итак, зафиксируем ниточку. Далее заводим вот в этой части у одного глазика и выводим в той же части у второго глазика. Так, далее заводим иглу в этой части и выводим вот к этому хвостику. Так, чуть подоттянем, посмотрим, что у нас получилось. Так, и повторим то же самое еще раз. Завели сюда, вывели здесь, завели сюда и вывели вот здесь. Помогаем пальчиками, вот тут вот стянули и делаем узелочки. Отрезаем и хвостики прячем в вязание. Итак, утяжку мордочки мы сделали, остались реснички.
Реснички на этот раз я решила отрезать от ленточных ресничек где-то сантиметр. У первой мышки там меньше сантиметра реснички, а это я решила сделать чуть побольше их. И клеить я буду их вот расположу. Сейчас я покажу, где хочу их расположить. Вот где-то вот так вот. Вот так одни и вторые. Это я сейчас так примерно прикладываю, где я хочу их расположить, а клеить я буду уже за кадром, иначе я тут могу приклеиться не туда. Вот, ну, где-то вот так вот будет у этой мышки. На данный момент на этом все. Если кто-то не подписан на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение в следующей части. Всем спасибо большое, что вяжете вместе со мной. Всем пока-пока!